Спорт, образование и медицина показывает статус страны. Какая же медицина на Северном Кипре? С вами мы разберемся. Меня зовут Юля, и вы на канале Карибы. Жизнь на Кипре. По моим наблюдениям, на Северном Кипре медицина неплохая, а именно она доступна. Здесь есть хорошие медицинские центры, больницы, оснащены современным оборудованием, хорошие специалисты, которые обучаются в разных странах, а также и на территории Северного Кипра. Здесь есть больница, которая славится ЭКО. Здесь есть больницы, которые славятся своими стоматологическими услугами и многое другое. Также есть центр, реабилитационный центр для детей. Сейчас родители все чаще и чаще сталкиваются с такими диагнозами, как аутизм, ДЦП, нарушение моторики, речевого центра, мозгового, опорно-двигательного аппарата. Всему виной экология, климат, генетические поломки. Мы едим такие продукты, которые входят в ДНК и нарушают этот ДНК. Поэтому дети рождаются больными. Сейчас я, как, кстати, фитнес-тренер с 10-летним стажем, скажу, что сейчас здоровых нету взрослых людей, а детей найти здоровых – это вообще большая редкость в современном мире. 20 лет назад на Северном Кипре в семье киприотов родился ребенок с диагнозом аутизм. Эта семья жила в Англии, она ездила в медицинские центры на лечение. Также ездила в разные страны, смотрела, изучала, хотела помочь своему ребенку. И затем эта семья прилетела на Северный Кипр и захотела создать здесь такой реабилитационный центр для своего ребенка. С 2008 года начал существовать данный центр. Он сначала находился в обычной вилле, не было спонсоров, не было государственной поддержки. Затем частный банк спонсировал, и на территории Северного Кипра в Никосии создали вот такой большой, огромный центр. В этом центре собрали лучших специалистов, в этом центре собрали лучшие процедуры, которые направлены на помощь детям с диагнозами ДЦП, аутизм, нарушение опорно-двигательного аппарата, сенсорики, речевого развития и многое другое. Сейчас вас познакомлю с Аленой, которая связана с этим центром и которая может вам подробно о нем рассказать. Здравствуйте! Мы 5 лет приехали на Кипр с ребенком, у которого двойной диагноз аутизм и синдром Дауна. Мы жили до этого в Канаде, и ребенок регулярно посещал всевозможные занятия, причем Канада оплачивала эти занятия. Но год за годом шли, и они не давали результата, или давали результат очень незначительный. И мы искали место, где мы можем просто провести отпуск, ну так, месяц-два, и совместить хороший климат вместе с какими-то занятиями. Мы даже не предполагали, что это будет настолько успешно. И мы приехали сюда, пришли в этот центр и просто начали заниматься каждый день. Почему это принесло результаты? Потому что занятия здесь не такие дорогие, как в Канаде. И для хорошего результата нужно было именно каждый день. И через 2 месяца мы уже увидели там по 5 пунктам, я заметила прогресс. Ну, в первую очередь, когда мы попали на Кипр, ребенок просто начал спать. То есть я не спала до этого, вот, наверное, лет 5. И как только мы попали на Кипр, ввиду того, что климат здесь такой, морской воздух, он просто начал по ночам спать. Это, конечно, уже было облегчение. Также было облегчение то, что здесь питание натуральное, и у него перестала быть аллергическая реакция на еду. И в совокупности с центром, который давал каждый день занятия, именно подбирали занятия под его потребности, это все дало, вот за 2 месяца это дало вот такой вот положительный результат. Я уже назад возвращаться не захотела, потому что я понимала, что если мы здесь останемся, то мы как-то поможем нашему ребенку, и вот как бы нас судьба сюда привела и оставила.
Я хотела бы вас провести экскурсию по центру и познакомить с тем, какие здесь есть классы и каким образом здесь занимаются с детьми. Это у нас приемная. Когда дети приезжают, они сразу попадают в игровую зону для того, чтобы перед началом занятия немножко расслабиться, прийти, как говорится, в себя. И по обе стороны здесь находятся классы для индивидуальных занятий. Классы сделаны очень грамотно. И существует зона для родителей и зона для занятий. Зона для родителей за стеклом. То есть ребенок не видит родителей, что позволяет сосредоточиться на занятии. А внутри уже непосредственно сам класс. Это преподаватель, кстати, преподаватель моего сына. Please, can you say hello to video? Здесь проходит занятие, и здесь моего сына, кстати, научили ходить в туалет. Значит, прямо соединено, кабинет соединен с туалетом. И вот здесь его прямо учили самостоятельно прийти в туалет, раздеться, сходить в туалет. Мы заходим сейчас в кафетерию. Здесь очень просторная и светлая кафетерия, которая выполняет, в общем-то, двойную функцию. То есть она кормит и в то же время здесь учат детей самостоятельно кушать. То есть вот сидит мой сын, и до этого его учили держать ложку. Сейчас он самостоятельно кушает, ну, преподаватель рядом сидит, наблюдает. После того, как он покушает, он сам отнесет свою тарелку. То есть вот эти вот как бы дневные потребности, все это включено. Мы поднялись на второй этаж, и здесь есть такая зона для родителей, где родители сидят и смотрят на компьютере, как занимаются с ребенком. То есть это та же концепция о том, что когда занимается преподаватель с ребенком, чтобы не отвлекало ребенка присутствие родителей. Сделали вот специально такую зону. А сейчас мы пройдем в кабинеты, где занимаются физиотерапией, сенсорикой и различными моторикой, различными проблемами с моторикой. Здесь происходит занятие с моторно-двигательными проблемами, сенсорика, физио. Здесь есть всевозможное оборудование в помощь преподавателю. Вот такие приспособления и разные тоже другие приспособления для развития вестибулярного аппарата. Учат ходить по лестнице, учат балансировать, ходить по неровным поверхностям. То есть в помощь преподавателю здесь очень много всего. Вот буквально моего сына учили здесь и ходить по лестнице, и балансировать, и научили его кататься на велосипеде. И сейчас я принесу ролики, будут учить кататься на роликах. Ну, то есть возможностей много. Здесь, в этом центре, существуют такие занятия, как сенсорика для мелкой моторики, для крупной моторики, для речевого аппарата. То есть моему сыну делают специальный массаж для речевого аппарата, а также занимаются обучающей программой, то есть учат буквы. Ну вот как школьная программа в зависимости от потребностей. Если, допустим, ребенку это надо, то ему индивидуально приносят эти знания. Специалисты здесь говорят на двух языках, на турецком и на английском. Но планируется, сейчас ведутся переговоры, планируется привлечь сюда специалистов русскоговорящих. И я, как бы пользуясь моментом, тоже хотела бы сказать, что если у вас есть такая заинтересованность, если вы специалист по образованию для детей с потребностями, то, пожалуйста, вы можете нам написать, и мы можем обговорить условия. Если это будет взаимовыгодно, то с удовольствием, welcome, как говорится. Мы находимся еще в одном кабинете, сейчас проходят занятия. И здесь, ну, как вы видите, всевозможные приспособления для физионагрузок и для тоже вестибулярного аппарата.
Ну, в общем-то, я хочу сказать, что помещение богато оборудованием на различные случаи. И вот такого рода оборудование, вы знаете, это все очень качественно, привезено из Голландии. Вот здесь вот моего сына учат тоже координации на такой машине. Здесь они проводят до вестибулярного аппарата тоже занятия. Ну, то есть, как вы можете заметить, что здесь как бы укомплектовано все очень правильно и грамотно, и ну, наполнено, так скажем. Здесь кабинет для музыкальной терапии, ну, в то же время используется там для других занятий, если необходимо. И вот в данный момент занимаются с моим сыном, то есть это как бы такая эстафета, он должен преодолевать преграды, это для физического развития, и это преподаватель. Вообще здесь очень много преподавателей, вот таких молодых парней, выпускников из университета. Сначала меня это удивляло, а потом я привыкла. Они очень хорошо ладят с детьми, и вы знаете, вот как-то вот мой сын, больше ему нравится с парнями даже, чем с девушками. Видимо, он чувствует, что как бы заставить его можно больше сделать вот в этом случае. Но это еще одна комната. Вообще центр большой, просторный. Очень много здесь света, очень много воздуха. Это очень сразу понравилось и нам, и понравилось нашему сыну. Честно говоря, мы очень много центров видели, и, как я уже говорила, мы ездили и в Канаде, и по Америке. И везде, конечно, вот в такую комнату пытаются уместить, например, там 6 видов деятельности, все там вот в одной комнате занимаются. А здесь видно, что все сделано с размахом и есть как бы место именно для индивидуальных занятий. Ну вот, например, здесь проходили часы отдыха, то есть они групповые занятия проходят. Ну, я уверена, что вас, конечно, интересует, сколько вся эта красота стоит. И вы знаете, ну, это зависит, конечно, от потребностей ребенка. Вот что непосредственно ему, сколько занятий нужно. У меня, сразу скажу, случай тяжелый. То есть мне помогали только каждодневные занятия. То есть мой сын приезжал сюда с утра и уезжал отсюда вечером. И это было каждый день на протяжении 3 лет. А пока я не поняла, что уже какой-то прогресс пошел, и, ну, то есть мы достигли какого-то уровня, и тогда я уже снизила уроки. Но это где-то такое интенсивное занятие выходило где-то в районе $1000 в месяц. Сейчас оплата $15 за индивидуальное занятие. Занятие проходит в районе 45 минут, то есть в зависимости от того, сколько занятий нужно. Но говорю сразу, что если как бы нужны результаты, то, конечно, поначалу это должно быть какой-то интенсив. Поэтому существует такой вариант, как, например, приехать сюда на месяц, на 2 и интенсивно заниматься, посмотреть, есть ли какие-то результаты, и дальше решать. Мы находимся сейчас в бассейне, то есть где проводится акватерапия. Но бассейн сейчас находится под ремонтом, в стадии ремонта. И поэтому это, конечно, не совсем приглядно на сегодняшний день, но тем не менее все это как бы в процессе запуска. Мы хотели все равно вам это показать, просто чтобы вы понимали, что здесь огромные перспективы
и огромные возможности. Здесь моего сына научили нырять, и теперь он даже плавает, то есть впоследствии еще и плавать научили. Как только это будет отремонтировано, здесь начнутся занятия, которые лично моему сыну вначале очень помогли для того, чтобы запустить его и моторику, и самое главное, мозговую деятельность. Алена, спасибо большое за экскурсию. Я думаю, что некоторым нашим зрителям эта информация будет очень полезная. Если у вашего ребенка есть какой-либо диагноз, если ему нужна такая вот помощь, то вы можете привести его в данный центр, и специалисты данного центра на основании ваших потребностей, по вашим возможностям сделают план по реабилитации, лечению вашего ребенка. Если бы таких центров было в мире как можно больше, то я думаю, что люди были бы счастливее, потому что если вы на улице не видите больных людей, детей, это не значит, что их нет, они все сидят дома. Я лично знаю, что это такое, и скажу, что вот любая помощь, которая есть извне, тем более, если она поддерживается спонсорами, то это идет только во благо. Я хотела бы еще сказать, что когда мы жили в Канаде, в каждой школе детей и людей учат быть очень терпимыми к инвалидам, к любым инвалидам. И это происходит как бы искусственно. Ну, это правильно, конечно, я не спорю, но этому учат. Когда я попала в эту страну, здесь никто этому не учит. Здесь происходит это очень искренне. Я вот заметила такую искреннюю доброту к моему ребенку. Вы знаете, я совершенно не переживаю, когда он идет гулять в какой-то парк или в общественное место, куда-либо. Я знаю, что все будут относиться к нему с добротой, с вниманием. И никогда в жизни никому не придет в голову мне или ему высказать хоть что-нибудь, потому что он не такой, как все. И даже если это когда-то происходит с детьми, которые не понимают, почему этот ребенок другой, вот я буквально наблюдала такую картину, они все обступили его, а он не разговаривает, да, и они не могут понять, то подошел чей-то папа, объяснил этим детям, что происходит, почему этот ребенок не разговаривает, потому что он не такой, как все. Он подошел к моему сыну, поцеловал его в макушку, дал ему ручку, пожал и отошел, и всем детям как бы объяснил, что нужно быть терпеливым. Это абсолютнейшая правда, вот то, что происходило. То есть я просто поняла, что это страна, в которой мне комфортно. Друзья, если вам было полезно и интересно наше видео, то за наше старание поставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал, также жмите колокольчик, и вы узнаете очень много интересного и про медицину, и не только про Северный Кипр. До новых встреч! Встречаемся на Кипре!